Больница– это край чудес. Зашел туда и там исчез. Доброго времени суток. С вами канал Заброшенная Прибалтика. И сегодня мы находимся в заброшенной больнице. Здание весьма интересное. Первое небольшое помещение. Это, наверное, был туалет. Тут у нас был вход в здание и какая-то комната, где очень много коробок. Очень-очень много всего. Какие-то лекарства. Клотримазоль. Упаковки с новыми лекарствами, не вскрытые даже. На полу валяются таблетки. Прямо целые коробки с лекарствами есть. Календарь 2009 года. И куча ящиков с медицинскими препаратами. Но это не самое интересное, что здесь есть. Здесь у нас пусто. Абсолютно пустая комнатка. Еще какой-то небольшой склад. Тут целая куча коробок. Какие-то лекарства, книги, видимо, по медицине. Какие-то медицинские приборы. Еще какой-то кабинетик. Какая-то коляска валяется. Ребята, это была инвалидная коляска. Это была инвалидная коляска. И, возможно, даже электрическая, которая могла сама ехать. Какое-то помещение. И тут провалился пол. В полу огромная дыра. Какая-то картина на стене висит. Здесь была какая-то кладовка. И здесь лестница, которая ведет на следующие этажи. Еще какие-то комнатки, но, к сожалению, все они пустые. Продолжение помещений. Обалдеть, это же старая ванная. Старые ванные лежат. Причем самых разных размеров. Возможно, в них мыли больных.
лестницы на второй этаж. Но туда мы пойдем немножко позже. Еще какое-то помещение. Практически пустое. Здесь, судя по всему, были душевые, где мыли больных. Да, это была раньше очень большая ванная комната. Хотя не такая-то и большая. Еще какая-то кладовая. Унитазы. И крышки от унитазов. Еще одно помещение. Кстати говоря, посмотрите, в каком состоянии потолки и стены. Я думаю, это место уже очень давно не работает. Кровать для больных. Инвалидная коляска. И очень много носилок или кроватей. Обалдеть. Здесь очень-очень много носилок. Здесь буквально повсюду валяются инвалидные коляски. Даже здесь очень много инвалидных колясок. И куча разного хлама. Поднимаюсь на второй этаж. Посмотрим, что там будет. Вход на второй этаж. Кстати говоря, на двери какие-то надписи. Объект под охраной. И номер охранника. Охраняю. И злой смайлик. Кстати говоря, висит датчик на стене движения, но он уже не работает. Ну что ж, попробуем зайти на второй этаж. Туалеты. Унитаз, раковина. А так в целом все пусто. Насколько я знаю, второй этаж должен быть самый интересный. Это, судя по всему, продолжение туалетов. Лифт. Обалдеть, тут даже был лифт. Наверное, по нему поднимали больных, медикаменты, продукты питания, возможно. Здание пятиэтажное, кстати говоря. И то, что здесь есть лифт, меня немножко удивляет. Кто-то нарисовал пентаграмму на стене. И еще одна комнатка с какими-то колясками. Шкафчики, кстати говоря, пустые. Какие-то посудины. Даже клизмочка лежит маленькая. Второй этаж и его продолжение. Полностью пустая комнатка. Обалдеть! Вы посмотрите, сколько здесь разных колясок. Инвалидная коляска. И очень много еще разных колясок.
Кстати говоря, это такие коляски для старых людей, которым тяжело ходить. Они идут ногами, а руками держатся за такую колясочку и катят ее перед собой. Сколько здесь таких колясок, обалдеть. Вот это вот, ребята, вся суть капитализма. Кто-то нуждается в колясках, в лекарствах, идет, покупает это на последние деньги, стоит все это очень дорого. А где-то это все лежит просто вот так вот никому не нужным в огромных количествах, как здесь. К сожалению, так устроен мир. Еще одно помещение. Какие-то буквы БХ. Раковина. Какие-то медицинские приборы. Наверное. Сложно сказать, что был это за прибор, тем более я не разбираюсь в медицине. Но это явно какая-то электроника, связанная с медициной. Еще медицинские приборы. И еще приборы. Еще одна комнатка. Тут тоже очень-очень много всего. Ящики с чем-то. Холлистер. Интересно, что в коробках. Даже не знаю, что это такое. Напишите в комментарии, кто знает. Какие-то лекарства. Здесь вроде бы все то же самое. Еще какие-то ящики. Тоже с медикаментами. Обалдеть, сколько же много здесь лекарств. Коробка с чем-то. С такими же штуками, как и в соседнем ящике. Еще какие-то ящики с чем-то. Я, конечно, не знаю, что это такое, для чего это предназначалось. Но похоже на какую-то искусственную сиську. Причем здесь очень много таких коробок. Гарантия 2 года. Даже интересно, что это такое было. Какая-то смазка, наверное, лубрикант и сиська в пакетике. Охренеть. Вот это находки, конечно. Полная коробка таких. Еще что-то непонятное. Еще коробки. А, это те же коробки с сиськами. Какие-то ящики с чем-то. Suction Cutter Kit. Даже интересно, что это такое. Открыл упаковку, чтобы посмотреть, что это. А это у нас перчатки. Смотрите, ребята, новые резиновые перчатки. Ни разу не пользованные.
Обалдеть. Вот это находки. Еще какая-то коробочка. Чей-то респиратор. И очень много разных. Шприцы. Да, это, судя по всему, шприцы. Еще шприцы. Какие-то насадки. Я думаю, тот, кто разбирается в медицине, поймет, для чего это все нужно, но я в медицине не так хорошо разбираюсь, поэтому мне сложно сказать, для чего все это было нужно. Safeguards. Очень-очень много всего. А это, возможно, были какие-то витаминки. Сложно сказать. Какие-то лекарства, наверное, были. Я вот, честно говоря, не знаю, что это такое. Но чем-то напоминает витамин С в порошке. Но вряд ли это он. Еще ящики с лекарствами. Тут действительно очень много всего. И то, что все это забыто и вот так лежит без дела, это просто поражает. Еще одно помещение, и тут тоже очень много всего. Какие-то ящики. Это был корсет для поддержки спины, судя по всему, для людей, у кого болит спина. Какие-то ящики полные какого-то добра. Честно говоря, ребята, я в шоке. То, что здесь столько вещей, и они брошенные, никому не нужные. Еще какие-то упаковки пустые от чего-то. Книги про медицине на английском языке. И еще ящик с какими-то лекарствами. Даже интересно, что в нем внутри. Какой-то шприцок. Какое-то мыло или гель для душа. Непонятно, что это такое. Какие-то тюбики. Обалдеть. Инструкции какие-то. Какой-то наколенник. И что это такое? Очень много всего. Еще коробка с какими-то вещами. Какая-то очень большая клизма, по-моему. И какие-то книги по медицине. Честно говоря, ребята, здесь столько всего, что тут можно целый день ходить и это все изучать. Какие-то ортопедические, судя по всему, принадлежности. Тут очень много всего. Коробка, в которой очень много клизм. Еще какие-то медикаменты. Это интересно, что это? Какая-то вата, что-то такое. Еще какая-то коробка с чем-то. Вот это вроде как такая держалка для шеи, если был перелом шеи или просто проблемы со спиной. Здесь оборудование, реально очень много лекарств, всяких медицинских предметов, но очень много денег. И очень многие люди наверняка нуждаются в этом. Коробка от гимнастического мячика и еще что-то интересное. Держалка для ноги. Обалдеть. Здесь очень-очень много всего, и тут можно действительно ходить целый день и это все изучать просто. Хотя это только один этаж. Еще одна комнатка. Смотрите, костыли стоят. Даже костыли здесь есть. И куча всяких коробок. Какой-то матрас для больных, наверное, с пупырышками.
Ребята, это складные костыли, смотрите, это запчасти от костылей. Колесики для инвалидных колясок. Обалдеть. Все на своих местах. Я просто в шоке с увиденного, скажу вам честно. Какие-то стулья тоже специальные медицинские. И вот такие вот каталочки для пожилых людей. Еще костыли и какие-то коробки. Я так подозреваю, тоже от костылей. Стулья. Еще что-то. Подножки от инвалидных колясок. Ладно, я думаю, надо идти дальше. Еще куча всяких коробок. Обалдеть. Эта комнатка полностью пустая. Кстати говоря, расписание работы этой больницы. Когда она еще работала. Уважаемые посетители, больным можно приносить соки, минеральную воду, овощи, фрукты, молочные продукты. А нельзя приносить мясное и рыбное, консервы и грибы. И вот тут количество продуктов, сколько чего можно было приносить больным. Все эти плакаты на латышском языке. Но кто плохо знает латышский, я вам перевел на русский язык это все. Обалдеть. Сколько здесь всего. Еще костыли валяются на полу. Старые весы, как у меня были в школе. Кстати говоря, по всему зданию закупоренные окна. И внутри очень неприятный запах. Поэтому долго находиться здесь очень некомфортно. Календарь 97-го года. Я просто в шоке. Реально, ребята. Какие-то чемоданчики. Интересно, с чем это чемоданчики? Манекен, смотрите. Попробуем его достать. Достал манекен. Судя по всему, это был тренажер для врачей, которые только учились работать и проходили практику. Выглядит довольно интересно. Какие-то ящики. Честно говоря, даже не знаю, что сказать по поводу этого всего. Еще одно помещение с туалетами. Судя по состоянию этого здания, могу предположить, то, что закрыто оно было действительно давно. Минимум лет 5 назад. Написано «охраняется», и комната до сих пор заперта. Наверное, там много чего интересного внутри. Еще какая-то комнатка. Тоже с кучей ящиков. Роммед. Наверное, это были какие-то лекарства. Кстати говоря, вот открытая упаковочка есть. Роммед. Что же это такое было, интересно? Ребята, это были вот такие металлические штучки. Я не знаю, для чего они нужны. Но вот это полный ящик таких металлических штучек. Судя по всему, это такие же штучки. В одной упаковке 100 штук. Ящик с чем-то еще. Какие-то медицинские трубки. Еще какой-то матрас.
для больных людей. Кстати говоря, он довольно мягкий. И еще полный ящик каких-то медицинских трубок. Полный ящик чеков. Кстати говоря, чеки датированы 2002 годом. Вот надпись. Плохо видно, наверное, в темноте. У меня сегодня, к сожалению, нету всех фонариков с собой, поэтому выпуск получился с посредственным освещением. Извиняюсь за это перед вами, ребята, но будем стараться работать над улучшением качества контента и такого больше не допускать. Еще какие-то пипетки. Обалдеть. Я просто в шоке с этого всего. Вот это находки. Вот это да. Еще одна комнатка. Тут целый склад стульев. Все стулья в пыли. А значит, лежат они здесь уже очень давно. Очень-очень много стульев, диванчиков, кроватей. На многих дверях написана надпись БХ. И опять полная комната всякого разного добра. Коробка с чем-то. В общем-то говоря, здесь все коробки, они с чем-то. Очень-очень много всего. Очень много всего. Посмотрим, что в этой коробке. Коробки пустые. Собственно говоря, здесь можно ковыряться и рассматривать все это действительно очень долго. Какие-то мягкие подушечки. Какие-то пособия по медицине, судя по всему. Еще коробки с чем-то. Коробка вся в пыли. Это одевали на локоть тому, у кого был перелом, судя по всему. Сложно сказать на самом деле, ребята. Я в медицине не разбираюсь и действительно не могу тут прокомментировать, для чего это все было нужно. Еще одна комнатка. И здесь тоже полным-полно всего. Какие-то подушечки для больных. А здесь в основном уже пустые коробки. Хотя нет, в каждой коробке тоже что-то есть. Очки, смотрите, ребята. Нашел целый ящик очков. Смотрите, ребята, это очки. Причем, судя по всему, даже вместе со стеклами уже с диоптриями. Причем самые разные оправы. Правда, здесь не написано, какие диоптрии. Но, возможно, это и обычные очки. Полная коробка очков. Вот это действительно интересно. Обалдеть. Еще очки валяются. Очки, подушки. Все для медицины.
Вот так вот, ребята, и происходит. То, что люди выживают, особенно старые, пожилые люди, которые нуждаются в этом всем, у которых маленькие пенсии, которые не могут себе позволить все это купить. Буквально в соседних домах через дорогу живут такие люди, а совсем рядом, где-то в какой-то заброшке, все это валяется никому не нужным. Кстати говоря, до этого здания уже добрались мародеры и вандалы. Здесь отсутствуют радиаторы очень во многих местах. На самом деле, я давно хотел попасть в это место, но только недавно предоставилась такая возможность, потому что раньше его очень сильно охраняли. Вход на 3-й этаж. Здесь датчиков уже нету. Кстати говоря, тут все уже разрисованное. И здесь уже действительно не очень интересно. Пустые коробки. Коридор, пустые помещения. Какая-то кушетка. Посуда. И старый телевизор разобранный. Еще небольшая кладовочка. Уважаемые коллеги, категорически запрещается замораживать клеенки в хлорке. Бутылка от алкоголя пустая и куча всякого хлама. Третий этаж, кстати говоря, уже в очень плачевном состоянии. Туалеты. Совсем убитые временем. Тут у нас тоже пусто, только какие-то матрасы лежат. Обалдеть. Полная комната каких-то коробок. Какие-то трубки, лекарства. Здесь тоже очень много всего. Складывается такое ощущение, как будто врачи просто бросили все лекарства, все эти медицинские приборы и просто отсюда ушли. Какое-то лекарство, еще что-то. Трубки. Здесь очень много всего. Еще какая-то коробка с чем-то. Лекарства, медикаменты, шприцы, коляски инвалидные. Тут есть просто все. Еще какие-то помещения. Матрасы валяются на полу. Кстати говоря, тут стоит очень противный запах. Возможно, здесь даже жили бомжи. Какой-то сапог. Наверное, это для тех, у кого были сломанные ноги. Я так понимаю, что это была такая больница, где лечили самые различные заболевания. То есть универсальная больница, возможно, даже поликлиника, сложно сказать. Еще коляски инвалидные, точнее каталочки. А здесь уже пусто. Еще одно помещение.
стульчики, столы. Судя по всему, у кого-то здесь был штабель. Продолжение 3-го этажа. Туалет абсолютно пустой. Здесь уже полностью пусто. 3-й этаж уже вообще не очень интересный. Кстати говоря, хотите верьте, хотите нет. Встретил только что обитателя. В одной из комнаток на 3-м этаже живет мужичок. Здесь временно обитает. Рассказал мне немножко про эту больницу. Рассказал то, что она была закрыта где-то в 2006 году примерно. И то, что сюда очень часто приходят всякие ребята на экскурсии, кто ходит по заброшенным местам. И вот буквально недавно рисовали вот эти вот граффити на стенах. Я бы его поснимал бы, но он попросил его не снимать. Вот. Еще одна комнатка. Тут коробки, матрасы. Еще какая-то мебель. Я думаю, надо потихонечку отсюда уходить, потому что тут уже интересного ничего практически нету. Поднимаюсь на 4-й этаж. 4-й этаж у нас тоже, наверное, будет в похожем состоянии, как и 3-й. Диагностическая лаборатория. Здесь у нас все тоже полностью пустое практически. Опа, какая-то лаборатория небольшая. И полки с химикатами. Реахим. Уксусная кислота. Очень-очень много разных химикатов. Кто разбирается в химии, для химиков это была бы находка. Если эта больница была закрыта действительно в 2006 году, как сказал мне местный обитатель, то я думаю, то, что тут действительно вполне такое может быть, судя по состоянию вот этих стен. И он мне сказал, что даже уже тогда, когда она была закрыта, она была в аварийном состоянии, это здание. То есть уже, получается, 16 лет назад здесь все было в аварийном состоянии. Что уж говорить о том, как здесь теперь. Поднимаюсь уже на последний 5-й этаж. Запрещено курить. 5-й этаж, это, наверное, чердак уже был. Уже дверь такая, как в чердачное помещение. А вот и сам чердак. Но чердак полностью пуст. А вот, судя по всему, это лифтовая. Такой совсем маленький моторчик для лифта был. Видимо, лифт не был предназначен на большие нагрузки и на большую высоту, поскольку здесь 5 этажей. Поэтому он такой совсем компактный. Нашел еще одну лифтовую. Возможно, тут даже было 2 лифта в здании. И тут уже установка посерьезнее. Но все ценные металлы уже давно вынесены мародерами.
Я думаю, что тут на чердаке вряд ли будет что-то интересное, но посмотрим. А, тут еще полноценный этаж, кстати говоря. Какая-то небольшая кладовочка. В общем-то говоря, надо уже уходить отсюда. У меня не так много времени. Поэтому буду выходить из здания потихоньку. Тут уже все пусто везде. Спасибо всем, кто меня смотрел. Надеюсь, вам понравился выпуск про заброшенную больницу. Заброшенная больница действительно повергла меня в шок. Здесь столько всего оставлено. Столько оборудования, столько имущества, столько лекарств. И все это гниет никому не нужным. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие выпуски, если вам интересна тема заброшенных мест. И до новых встреч, ребята.